За последние 10 лет количество телезрителей, смотрящих турецкие сериалы, значительно возросло не только на Востоке, но и по всему миру. Турецкие саги получили огромную фанатскую базу в таких странах, как США, Китай, Россия, Балканские страны, Ближний Восток, Корея, Латинская Америка и Азия. Одним из самых популярных телесериалов, которые смотрят миллионы зрителей по всему миру, является «Великолепный век», который рассказывает о любви Хюррем и Сулеймана и вращается вокруг жизни 10-го османского султана Сулеймана Великолепного. Если вы смотрели эту теленовеллу и не можете прийти в себя от увиденного, то наверняка готовы смотреть и другие фильмы и сериалы про Османскую империю. Я подготовила для вас спасение и расскажу о еще 4 увлекательных сагах, посвященных истории османов. «Воскресший Эртугрул» всего покажет 5 сезонов. Довольно интересный и захватывающий сериал, рассказывающий об отце первого османского султана Османа Гази Эртугруле. Сами создатели фильма говорят о том, что он основан на реальных исторических фактах, что довольно спорно. Официальные записи об истории тех лет появились только спустя 150 лет. До этого же момента вся информация передавалась из уст в уста, из поколения в поколение. Можно ли говорить о том, что сериал исторический? Возможно, но все-таки надо приготовиться к тому, что там много домыслов. Однако, сериал показывает жизнь тюркских племен XIII века. Эртугрул – сын Сулейман-Шаха из племени Каи. Это молодой и сильный воин становится легендой уже при своей жизни в связи с тем, что решил объединить все тюркские племена в одно государство и сразиться с врагами, которые регулярно покушались на земли и народ. С одной стороны, вы увидите, как Эртугрул сражается с монголами, с другой – с византийцами. Но есть еще и третья сторона – это сами тюрки, которые воевали и между собой. Мое мнение о сериале, так как я его уже посмотрела. Сразу отмечу качественный перевод на русский язык, доступность на различных площадках в хорошем качестве также. Сюжет интересный, хочется смотреть без остановки еще и еще. Однако, очень много воды, я бы сказала. Порой прокручиваешь некоторые сцены вперед, так как уже надоедает. Но всегда интересно, что будет дальше, а потому сериал довольно прочно удерживает внимание. Если убрать море воды, то весь сериал уложился бы в 3 сезона, наверное, а так 5 предстоит посмотреть. Скромные женские костюмы, но очень интересны в исполнении. Также и обмундирование воинов очень красиво сделано. Основные ощущения – восточная мудрость, преданность, граничащая с предательством, любовь, отвага, интриги, много смертей. В общем, мне понравилось. Основание осман. Сериал покажет 2 сезона. По истории является продолжением «Воскресший Эртугрул». Зрелищный фильм, опять же, как говорят создатели сериала, основанный на исторических событиях. По мне, история в нем сильно исковеркана, почти так же, как в сериале «Великолепный век». Осман Гази – это 3-й сын Эртугрула и Халиме Хатун, 1-й османский султан, то бишь основатель османского государства. Надо отметить, что главную роль в фильме исполняет Бурак Озчивит, сыгравший Балибея в «Великолепном веке». Многие турки говорят, что он испортил сериал плохой игрой. Но здесь на вкус и цвет товарищей нет. Каждый сделает свои выводы сам, посмотрев эту турецкую сагу. По сути, Осман продолжил дело своего отца и был поглощен идеей объединения тюркских племен и созданием единого государства, что, как мы знаем по истории, ему все-таки удалось. В целом, 2 фильма одного жанра, похожи по сюжетной линии, много войны, лжи, предательства. Но есть и любовь. Расцвет Османской империи. Драма, посвященная Османской империи. Сюжет вращается вокруг султана Мехмеда II, известного большинству из нас как султан Фатих Мехмед. Он совершал боевые действия, приведшие к захвату Константинополя
уничтожив в нем существование Римской империи. По сути, то, к чему изначально шли Эртугрул и Осман, осуществилось только спустя не одно десятилетие их правнуками. Эпоха Мехмеда II – это одно из самых значительных событий в Османской империи, поменявших ход всей истории. На сегодняшний день доступен только один сезон. Есть вероятность продолжения. Те, кто уже посмотрел это кино, оставляют хорошие отзывы. Важным из них является то, что фильм рекомендуют к просмотру всем, кто интересуется османской историей. Обещают мурашки по коже. Думаю, стоит посмотреть. Права на престол Абдул-Хамид. Этот сериал унесет вас в конец Османской империи и расскажет про последнего султана Абдул-Хамида II. В нем мы увидим современную Османскую империю, другие костюмы, иной антураж. Но все тот же гарем, все те же интриги. Долгий и нелегкий путь последнего османского правителя, сопряженный с большим количеством внутренних и внешних врагов. Я смотрела, мне понравилось. Турция в кризисные времена перед ее крахом как Османской империи. Султан проводит множество реформ, строит фабрики и заводы, но старается сохранить традиции предков. Однако даже в семье султана раскол. Его потомкам не нужна старая Турция, они хотят инноваций. Султан строит железную дорогу, пытается увеличить паломничество. Он делает все, чтобы мусульмане оставались верны своей вере и старым устоям. Абдул-Хамид часто терпит поражение, его предают. Если вы интересуетесь тем, как подходила к своему концу Османская империя, посмотрите этот сериал. Безусловно, в нем есть искажения в истории, но, как и все, это художественный фильм. Он также доступен в очень хорошем качестве.